что вообще происходит на Эвересте? Вы знаете, что там лежат сотни тел, которые никто не пытается спасти, некоторые даже приспособили под ориентиры. Я расскажу вам про самую опасную вершину нашей планеты и те жуткие тайны, которые она хранит. Поверьте, вы удивитесь, особенно в конце. Эверест. Восхождение на Эверест – одно из самых амбициозных и опасных приключений в мире альпинизма. Эта гора, известная также как «Гора смерти», каждый год привлекает сотни альпинистов, желающих ступить на ее вершину, но при этом представляет собой огромный риск. Условия здесь крайне суровы. Разреженный воздух, экстремальные температуры и непредсказуемые погодные условия делают каждое восхождение испытанием на выживание. Как говорит опытный альпинист Александр Абрамов, на высоте свыше 8000 метров каждый занят лишь собственным выживанием, и моральные дилеммы уходят на второй план. Да, если ты идешь с друзьями, будь готов, что тебя бросят при первой же проблеме. Это подчеркивает жестокую реальность восхождений, где иногда альпинисты вынуждены принимать решения, направленные исключительно на самосохранение. Например, трагедия английского альпиниста Дэвида Шарпа, умершего на склоне Эвереста в мае 2006 года, стала одним из самых шокирующих событий в истории альпинизма. Мимо замерзавшего Шарпа прошли 42 альпиниста, и никто не оказал ему помощи. Это событие вызвало массу дискуссий о моральной ответственности и этике в экстремальных ситуациях. Шокированной общественностью был и поступок телевизионщиков канала Discovery, которые вместо того, чтобы помочь, взяли интервью у умирающего человека, даже не пытаясь его спасти. От такого даже у меня мурашки пошли. Страшная статистика. Гору Эверест местные называют Сагарматха, что в переводе значит «лоб небес». И если вы не знали, она находится в Непале, а Чомалунгма в Тибете. С начала освоения Эвереста в 1921 году до наших дней на этой горе погибло около 327 человек. Это число включает как альпинистов, так и нанятых шерпов, которые стали жертвами многочисленных несчастных случаев, таких как падения, лавины, проблемы с кислородным оборудованием, обморожение и истощение. В то время как смертельные случаи на Эвересте сокращаются благодаря улучшению оборудования, методов подготовки и медицинской поддержки, а также из-за увеличения количества коммерческих экспедиций с высокой долей шерпского сопровождения, гора все еще остается крайне опасной. Насколько? Сейчас расскажу. Статистика показывает, что спуск с вершины чреват большими рисками, чем подъем. На непальской стороне с 1921 по 2023 годы было зафиксировано 55 смертей при спуске и 15 при восхождении. Это подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются альпинисты после достижения вершины, когда они уже истощены и менее сконцентрированы. Большинство смертельных случаев связано с ужасающими падениями и лавинами. Из 336 смертей, приходящихся на 4 основных маршрута на Эвересте, 78 были вызваны лавинами, 75 – падениями, а 46 – высотной болезнью. Показательный пример таких инцидентов – трагедия 1996 года, когда в одном сезоне погибли 8 человек. Это событие получило широкую известность благодаря книге Джона Кракауэра «В разреженном воздухе». На Эвересте есть мрачная традиция. Трупы погибших альпинистов остаются на склонах и часто служат ориентирами для других восходителей. Например, тело альпиниста, известное как «зеленые ботинки», стало одним из таких жутких маяков для разбития лагеря. Моральная дилемма. Подъем на Эверест – это не только физическое, но и моральное испытание. Представьте, что ваш путь усеян трупами, которые служат мрачным напоминанием о рисках и цене ошибок в этом суровом испытании выживания. Вы идете и осознаете, что можете просто лечь рядом. Многие из тех, кто отправляется покорять самую высокую точку планеты, верят в свои силы, но гора регулярно напоминает, что человеческая жизнь хрупка, и природа здесь диктует свои правила. На высотах свыше 8000 метров, известных как зона смерти, этика и мораль могут приходить в противоречие с инстинктом самосохранения. Здесь каждый шаг может стоить жизни, и многие альпинисты оказываются перед выбором: спасать другого и рисковать 2 жизнями, или продолжать движение в надежде сохранить хотя бы свою собственную. И да, люди платят за такое испытание немалые деньги. Стоимость восхождения на Эверест начинается от $25 000, и нередко альпинисты экономят на снаряжении и подготовке, что увеличивает риски. Из-за экстремальных условий и высокой стоимости экспедиций тела многих погибших альпинистов так и остаются на склонах горы. У их семей просто нет денег, чтобы организовать доставку погибшего, которая может стоить около $100 000. Представляете? Да и многие альпинисты считают честью остаться на непокоренном склоне.
первый покоритель. Кстати, тело первого покорителя вершины так и лежит на одном из склонов Эвереста. Официально не доказано, достиг ли Джордж Мэллори вершины до своей смерти в 1924 году, но его попытка до сих пор вдохновляет альпинистов. Джордж Мэллори и Эндрю Ирвинг были частью британской экспедиции на Эверест. Они покинули последний лагерь 8 июня и были замечены последний раз на высоте примерно 8000 метров. После этого они исчезли в облаках, и их судьба оставалась неизвестной на протяжении многих десятилетий. Тело Мэллори было найдено только в 1999 году на высоте 8160 метров на северном склоне Эвереста. Обнаружение тела дало начало множеству теорий о том, достигли ли альпинисты вершины. У Мэллори на теле были найдены травмы, указывающие на падение и повреждение веревки, что свидетельствует о том, что он был связан с Ирвингом, который так и не был найден. На теле Мэллори не оказалось фотографии его жены, которую он планировал оставить на вершине, что могло бы указывать на то, что он достиг цели, но окончательных доказательств этому нет. Также не найдена камера, которую они взяли с собой для фотографирования на вершине. Джордж Мэллори был одним из величайших альпинистов своего времени, и его имя навсегда останется связанным с Эверестом не только из-за его потенциального первого восхождения, но и благодаря его знаменитому ответу на вопрос о том, почему он хочет подняться на гору, потому что она там. Согласитесь, что звучит очень романтично. Семья Арсентьевых. Но иногда Эверест уносит жизни целых семей. Трагедия Фрэнсис Арсентьевой и ее мужа Сергея действительно стоит особняком среди множества историй Эвереста. Что случилось? Фрэнсис стремилась установить рекорд в бескислородном восхождении, что само по себе представляет огромный риск. И у нее получилось. После успешного восхождения на вершину Эвереста, Фрэнсис стала первой американкой и второй женщиной в мире, достигшей такого успеха. Однако во время спуска супруги потеряли друг друга в условиях экстремального холода и высоты. Фрэнсис была найдена живой, но крайне истощенной на следующий день группой узбекских альпинистов, которые решили продолжить свой путь на вершину, несмотря на возможность оказать помощь. Ее угостили чаем и бросили на морозе. Сергей, узнав о состоянии жены, пытался вернуться к ней с кислородными баллонами, но, к сожалению, пропал и предположительно был сбит ветром в пропасть. На следующий день другая группа альпинистов также прошла мимо Фрэнсис, оставшейся в одиночестве и борющейся за жизнь. Попытки спасти ее, предпринятые третьей группой, оказались тщетными. Они не смогли ее эвакуировать из-за ее тяжелого физического состояния и опасности, которую это представляло для самих спасателей. Смерть Фрэнсис и Сергея стала предметом обширных дискуссий в альпинистском сообществе, поднимая вопросы об этике и морали в экстремальных ситуациях. Их история также подчеркивает жестокую реальность высотного альпинизма, где каждое решение может иметь решающее значение, а риск собственной жизни часто ставится против возможности спасения других. Вот вы бы как поступили, если говорить честно? Дэвид Шарп. Или вот еще один шокирующий случай. Дэвид Шарп, британский альпинист, умер в 2006 году на Эвересте в результате серии несчастных обстоятельств, которые вызвали широкий резонанс в обществе. Шарп участвовал в альпинистской экспедиции, организованной компанией Asian Trekking, выбрав опцию без услуг выше продвинутого базового лагеря, что подразумевало минимальную поддержку и отсутствие сопровождения шерпами на большую часть его маршрута. Это решение было обусловлено как финансовыми соображениями, так и стремлением Шарпа к независимости в восхождении. Во время своего последнего подъема Шарп достиг зоны смерти, про которую я уже рассказывал вам ранее, и его организм начал сбоить из-за серьезного дефицита кислорода. Шарп смог покорить Эверест, но впереди еще была обратная дорога. По пути вниз он оказался в крайне тяжелом состоянии и искал убежище в пещере «Зеленые ботинки», где и был обнаружен другими альпинистами. Кстати, именно про это место я говорил ранее. Несмотря на то, что некоторые из них пытались оказать помощь, включая предоставление кислорода и попытки переместить его, Шарп скончался от переохлаждения и кислородного голодания. Шерпы, которые помогали в восхождении другим альпинистам, просто отказались спасать Дэвида. Шерпы. Кто это вообще такие? Шерпы, так называют местное население, на Эвересте часто играют роль незаметных, но критически важных героев. Эти горные гиды и носильщики из Непала не только содействуют восхождениям, обеспечивая безопасность и организацию на трассе, но и выполняют спасательные операции. Большинство экспедиций на Эвересте невозможно без их участия, включая установку веревок и лагерей на маршруте. Как отмечают многие альпинисты и эксперты, шерпы играют ключевую роль в логистике и безопасности
восхождений. Они часто рискуют своими жизнями, чтобы обеспечить успех клиентам, которые могут быть гораздо менее подготовленными к физическим и психологическим вызовам, связанным с таким экстремальным подъемом. Шерпы обычно хорошо оплачиваются по местным стандартам, но этот вид деятельности сопряжен с высокими рисками. Трагические случаи, когда шерпы погибают или получают серьезные травмы во время экспедиций, подчеркивают опасности, связанные с их работой. Также это вызывает дискуссии о моральных и этических аспектах зависимости восхождений на коммерческих основах от их усилий. Проще говоря, эти ребята помогают и спасают только тех, кто заплатил им. Если человек из их группы пострадает и это входит в стоимость тура, его доставят вниз. А если это будет какой-то другой альпинист, пройдут мимо. И ситуация двоякая, ведь они же не могут бросить своего заказчика, кидаясь бесплатно спасать всех пострадавших. В последнее время вопросы, связанные с безопасностью и условиями труда шерпов, все чаще поднимаются в мировом сообществе, подчеркивая необходимость улучшения условий их работы и повышения уровня их защиты. Почему власти игнорируют смерти? Логичный вопрос. Почему при всей опасности Эвереста весь мир и власти Непала просто игнорируют эту проблему? Можно же осуществить эвакуацию, либо просто закрыть вход на гору, чтобы минимизировать жертвы. Но не все так просто. Правительство Непала, на территории которого находится южный подход к Эвересту, в значительной степени зависит от доходов, получаемых от выдачи разрешений на восхождение. Эти разрешения являются значительным источником дохода для местной экономики, которая также извлекает выгоду из широкой индустрии туризма и услуг, связанных с экспедициями. Эта экономическая зависимость может привести к приоритету продолжения восхождений над строгими мерами безопасности или ограничением числа выдаваемых разрешений каждый год, несмотря на очевидные риски. Ничего личного, только бизнес. Кроме того, удаленное расположение и экстремальные условия самого Эвереста делают спасательные операции чрезвычайно трудными и рискованными даже для профессиональных спасателей. Разреженный воздух, суровые погодные условия и физические ограничения, налагаемые высотой, означают, что как только альпинист попадает в беду, окно для спасения крайне узко. Буквально день, а чаще несколько часов, если человек получил травмы при падении. Во многих случаях эвакуация тел или спасение тяжело травмированных альпинистов становится логистически непрактичным или считается слишком опасным для спасателей, что и заставляет власти просто игнорировать эту проблему. На политическом и культурном уровне также существует сложная дилемма. Для местных сообществ, включая шерп, которые являются неотъемлемой частью альпинистских операций, гора не только источник средств к существованию, но и священное существо. Непальским властям приходится балансировать между экономическими выгодами и проблемами безопасности, а также воздействием на окружающую среду и культуру, связанным с альпинизмом. Загадки Эвереста. Но давайте поговорим про мистику. Не зря же шерпы поклоняются этой вершине как настоящему божеству. Гора Эверест окружена не только опасностями, но и мистическими теориями. Одна из самых жутких – это предположение о проклятии Эвереста. Считается, что души погибших альпинистов остаются на этой горе, порождая паранормальную активность. Исследователи и восходители сообщали о странных звуках, видениях и даже ощущении чьего-то присутствия, особенно в высоких и опасных зонах, где условия выживания крайне неблагоприятны. Именно поэтому люди теряются в метре друг от друга, их просто ослепляет паранормальная сила. Жутко, правда? Еще одна интригующая теория касается феномена третьего человека. В условиях крайнего истощения и одиночества некоторые альпинисты чувствуют, будто кто-то невидимый идет рядом и помогает им двигаться дальше. Это явление, возможно, связано с духами умерших на склонах Эвереста, которые пытаются помочь живым добраться до вершины или спуститься в безопасное место. Также существует мрачная теория о пожирателе мертвецов, неопознанном существе или природном явлении, ответственном за исчезновение тел погибших. Считается, что это существо уносит останки в неизведанные уголки горы, делая их невидимыми для будущих экспедиций. Но теория странная, ведь останков, лежащих на виду, предостаточно. Кроме того, многие альпинисты рассказывают о загадочных огнях на склонах Эвереста в ночное время. Некоторые предполагают, что это может быть биолюминесценция редких видов растений или животных. Другие верят, что это сверхъестественные явления. Эти теории и легенды добавляют Эвересту таинственности и загадочности, укрепляя его статус не только как высочайшей точки на Земле, но и как место полного мистических и необъяснимых явлений. Согласитесь, что все это звучит пугающе. Невероятный холод, сложнейший подъем и сотни трупов вокруг. Такое не каждый выдержит. Согласны? Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. И да,
да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать с вами. Спасибо за просмотр, друзья!